Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. В последние дни из красного лагеря начинает прилетать большая партия инсайдов про Ryzen 5000 без приставки X. А тем временем партнеры AMD начинают разъяснять ситуацию с платами B450 и X470. А вот зеленый чипмейкер наконец-то рассказал, где ждать видеокарты RTX 3000 Founders Edition. И по слухам собирается заменить чипы в своих видеокартах Ampere. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас. Ну а перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с поиска видеокарт RTX 3080 и 3090. Как и ожидалось, Nvidia не смогла начать продажи RTX 3080 Founders Edition одновременно с остальным миром 17 сентября, пообещав запустить региональные продажи 6 октября. Однако за несколько дней до долгожданной многими даты Nvidia попросту убрала любые упоминания о сроках появления видеокарт в продаже, а какие-либо новые даты названы так и не были. Однако в истории с поступлением в открытую продажу видеокарт Founders Edition в России все-таки появился свет. Российский офис Nvidia сообщил, что в течение ближайших пары недель должно быть найдено решение, и пользователи смогут приобрести вожделенные видеокарты. Для этого компания запустит альтернативную площадку для прямых продаж. И вот вам прямой ответ компании. Магазины Nvidia по всему миру сейчас работают в режиме ограниченной функциональности. Для российских покупателей мы готовим альтернативную площадку для покупки карт Founders Edition. Процесс займет до 2 недель, а информацией мы поделимся в группе Nvidia в ВК. Цена на Founders Edition в ближайшие несколько поставок останутся на заявленном на старте уровне. Представитель компании также подчеркнула, что в России уже сформирован определенный запас видеокарт нового поколения для полноценного старта продаж. Однако даже этих запасов на всех желающих может не хватить, поскольку спрос слишком высок. Так что желающим приобрести видеокарты RTX 3000 в исполнении Founders Edition стоит мониторить официальную группу компании в ВК, там же висит соответствующий пост. Поэтому если кто-то из ваших знакомых хочет приобрести себе заветную Founders Edition, то поделитесь с ним этой информацией, так как со стартом продаж карты скорее всего очень быстро закончатся. Ну и как мы знаем, на данный момент выпуском графических процессоров NVIDIA Ampere для игровых видеокарт занимается контрактное подразделение Samsung по 8-нанометровому техпроцессу. Вполне возможно, что именно сырое производство Samsung и является причиной дефицита. Тем временем довольно авторитетное издание DigiTimes сообщило, что новая итерация или даже новое поколение GPU NVIDIA будет выпускаться на мощностях тайваньского производителя TSMC и появится в конечных продуктах до конца 2021 года. Нет никаких сомнений в том, что отлаженная технология TSMC N7 превосходит процесс Samsung 8N почти по всем важным параметрам, кроме цены и свободных производственных мощностей. Помимо N7 в арсенале TSMC также имеются узлы N7P, N7+, N6 и N5, и все в активном производстве. Другими словами, Nvidia может рассмотреть множество вариантов, любой из которых должен быть лучше, чем Samsung 8N, при условии, что и TSMC и Nvidia смогут прийти к какому-то соглашению по цене. Как мы знаем, эти компании связывает давний опыт сотрудничества, а графический чип A100 для профессиональных ускорителей сейчас выпускается на TSMC. Если рассматривать тему новости в контексте текущих чипов Ampere для игровой линейки GeForce, то перенос производства GA102 и GA104 на TSMC будет связан с дополнительными трудозатратами и изменениями в дизайне. Кроме того, новые чипы, вероятно, будут иметь улучшенный разгонный потенциал и вряд ли продолжат использоваться для GeForce RTX 3080 и 3090 в текущем виде. Логичным будет ожидать обновления продуктовой линейки в середине жизненного цикла, аналогично прошлогодним моделям RTX Super. С другой стороны, Nvidia может начать производить на фабриках TSMC следующее за Ampere поколение чипов, ранее известное как Hopper. Хотя карты Ampere еще толком не вышли на рынок, а выпускать новые ускорители за столь короткие сроки обычно не в правилах компании. Наконец в этом деле играет свою роль фактор AMD. Через 2 недели состоится анонс линейки Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2, и в зависимости от их конкурентоспособности на фоне RTX 3000, Nvidia сможет скорректировать свою стратегию по выпуску GPU. Еще не стоит откидывать вариант выпуска младших графических процессоров на мощностях TSMC. В общем, как бы там ни было, это все еще на уровне слухов. Но тема достаточно интересная, и судя по всему, Nvidia прибегнет к такому козырю, если Samsung и дальше не будет способен производить нормальные чипы. Ну а тем временем немецким изданиям удалось побеседовать с вышестоящими представителями Asus Tech Computer. Они заверили, что поддержкой процессоров AMD Ryzen 5000 обзаведутся и платы B450 и X470, включая ROG Crosshair 7 Hero. Впрочем, случится это не раньше следующего года, так как партнерам AMD потребуется время на подготовку соответствующих версий UEFI.
В настоящее время они заняты выпуском новых прошивок для плат на чипсетах AMD 500. И наконец-то окончательно подтвердилось, что AMD оставила всю разработку таких BIOS на производителей плат. Кстати, в последние дни ходят новости, которые утверждают, что Asus отказалась поддерживать свои платы. Но как оказалось, информация абсолютно неправдивая и поддержка все-таки будет. Но и компания MSI уже подтвердила, что ее платы на базе X470 и B450 получат специальную версию BIOS. Однако точных сроков не называет никто. От остальных производителей пока информация не поступала. Если она появится, то я обязательно вам об этом сообщу. Ну а недавний анонс старших процессоров AMD Ryzen 5000 на базе микроархитектуры Zen 3 немного охладил радужные надежды компьютерного сообщества. Представленные модели с индексом X набрали в цене плюс $50 по сравнению с непосредственными предшественниками серии Ryzen 3000. Принцип «куй железо пока горячо» наиболее ярко отражается в бизнесе, и руководство AMD без тени сомнения пользуется сложившимся превосходством для увеличения прибыли компании. Тем не менее, логично ожидать и выход более доступных моделей Zen 3. На днях пользователь с таким ником поделился снимком документа, в котором упоминается чип Ryzen 5 5600 с рекомендованной ценой 220 убитых енотов и сроками выхода в начале 2021 года. Кроме того, в документе говорится о равных или лучших результатах 6-ядерного Ryzen 5 5600X в сравнении с 8-ядерным Core i7 10700, включая однопоточные, многопоточные задачи и игры. Таким образом, более дешевый вариант Ryzen 5 5600 может конкурировать с чипами Core i5 10600. В случае Ryzen 5 5600 переплата относительно Ryzen 5 3600 составит не $50, а только 20. Как показывает практика, именно обычные модели без индекса X пользуются наибольшим спросом среди геймеров, поскольку обеспечивают практически аналогичную производительность в играх. В это время с противоположного лагеря приходят интересные новости также. Intel готова принять вызов в конкурентной войне и предложить привлекательные цены для настольных Core 11-го поколения, относящихся к семейству Rocket Lake S. По слухам, 8-ядерные Core i7 могут стоить $350 или $380, а 6-ядерные Core i5 менее 300. Впрочем, в этих же диапазонах находится рекомендованная цена для текущего поколения Comet Lake S. Тем временем на всеми известной китайской торговой площадке появилось весьма интересное предложение в виде материнской платы с распаянным на ней гибридным процессором AMD A9 9820, который так и не был представлен официально, но уже светился в других китайских продуктах. Этот чип основан на архитектуре Excavator и оснащен интегрированной графикой Radeon R7. Он должен был войти в состав А-серии процессоров AMD 7-го поколения, на смену которой в свое время пришла архитектура Zen. В составе чипа AMD A9 9820 используется графическое ядро Radeon R7 350, имеющее 8 вычислительных блоков, которые в сумме дают 512 потоковых процессоров. Продавец не указывает производительность графики, но по словам ресурса VCC F-Tech, это решение чуть медленнее конфигурации из 12 вычислительных блоков GCN, которая используется в составе чипа игровой приставки Xbox One. Между тем, по части вычислительной производительности APU AMD A9 9820 превосходит производительность ядер Jaguar в составе Xbox One. В настоящий момент стоимость такой платы составляет $125, что весьма неплохое предложение, учитывая комплектацию из самой материнской платы, процессора и графической подсистемы. А вот компания Aerocool представила новый компактный корпус. Новинкой стала модель Trinity Mini для компактной настольной системы игрового уровня. В такой корпус допускается установка материнских плат типа размера Micro ATX и Mini ITX, а также 4 карт расширения. При этом длина графического ускорителя не должна превышать 297 мм. Корпус получил стеклянную боковую стенку и сетчатую фронтальную панель с оригинальным узором, а цена новинки пока что не сообщается. А вот специалисты графического подразделения Intel уже долго трудятся над собственным аналогом технологии Radeon Dual Graphics. В прошлом году подтверждения этого были обнаружены в драйвере Linux, где затрагивалась одновременная работа встроенного и дискретного GPU. На днях связка из двух графических процессоров Intel Xe засветилась в онлайн-базе тестового пакета C-Software. Согласно показаниям бенчмарка, в распоряжении мульти-GPU конфигурации значится 192 исполнительных блока. Тестирование проводилось на платформе Intel Tiger Lake U, что подтверждает теорию испытания совместной работы встроенного видеоядра Iris Xe Graphic и дискретного адаптера DG1. В то же время объем видеобуфера у Intel DG1 равен 3 ГБ, ну а Iris Xe Graphics динамически выделяет под свои нужды часть системной памяти. Очень интересно, будет ли вышеописанная технология реализована в конечных устройствах на базе процессоров Tiger Lake и видеоадаптера DG1.
В конце концов, сама AMD сочла Radeon Dual Graphic бесперспективной и забросила ее много лет назад. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч, друзья!